Здрасте, с вами Даня Крастер. Вот это вот. И лаборатория БНБ. Вот это вот все. Раз вам так нравятся дерьмовые инструменты, то есть обзоры всяческих инструментиков, станочков и все, что мы надыбали в разных маркетплейсах, мы не стали долго ходить и долго думать. Вот, пожалуйста, еще одно видео вам. Сегодня у нас в гостях вот такая вот штука. Целый настольный комплекс. Итак, несмотря на то, что у нас вот здесь такая вот большая мастерская с настоящими взрослыми большими станками, на которых мы учимся работать вместе с вами, между прочим, учимся делать все по-взрослому, по-настоящему, мы и не забываем уделить время домашним мастерским, так называемым балконным, как я их люблю категоризировать. Собственно, вот здесь у нас именно такой вариантик в коробке. Это мини-пила, бор-машина, шлиф-мотор, все, что можно себе пожелать на Новый год. И не только. 10 тысяч оборотов в минуту, 480 ватт. Заявлено. Очень много, на самом деле. Давайте смотреть. Для чего она может пригодиться? Можно ли ее использовать в каких-то домашних поделках, в небольших хоббийных мастерских? Может быть, она станет хорошим помощником, как один из гриндеров, вот этих маленьких, которые мы здесь обозревали, который нам действительно понравился, и я бы его мог рекомендовать именно в хоббийных целях. Итак, достаточно большая тяжелая дура у нас. Какие-то штуки, гибкий вал. Коробка защиты еще есть. Ну, кстати, мое почтение. Не совсем из говна сделано. Не игрушечная. То есть такую защиту можно было бы даже использовать на первый взгляд. Но до нее еще доберемся попозже, если вообще доберемся, потому что защита на всех этих станках дело такое себе, только мешают. Вот он, я родился. Ну-ка, а запах? Пахнет то ли эмалью, то ли свежим кабелем, не до конца полимеризованным. Красота! 8 миллиметров вал у нас идет в комплекте. Эмалированное покрытие даже сверху, где вы будете шаркать своими какими-нибудь досочками. Вот мы подготовили здесь. Немного потрем, и эта эмаль уже отсюда слазит. Это прекраснейше. Так делают на больших взрослых станках. Нет. Очень странное решение, плюс не одинаковая шагрень везде. Не очень нравится. Несмотря на то, что дешевый, кстати, сколько он стоил? Нихуя себе дешевый, 5900. Не такой уж и дешевый. Вот так, наверное, было бы лучше, сделать на их месте. Все отклеивается. Никакой тебе краски, никаких твердых металлических шильдиков. Ничего, сука, не получишь ты. Не получишь. Ла-ла-ла-ла-ла. Производитель здесь No Name Китай. Хорошо, ладно. Меня, впрочем, это не пугает, как и вас, я надеюсь. У нас здесь есть моторчик. Разбирать, не разбирать. Ну ладно, давайте открутим, посмотрим, какие у него щетки, как минимум. Хера с два, наверное, что будет понятно. Но, по крайней мере, сможем сравнить с какой-нибудь рядовой болгаркой. Ну, не сказать, чтобы очень большие, но и не милипусечные. Видал я и поменьше, честно говоря. Даже, возможно, 480 ватт родных там будет. Закурочиваем обратно. Будем надеяться, что работает, я ничего не сломал. Ну и давайте посмотрим, что здесь пишут. Вольтс 220-230 AC only. То есть у нас... Неужели там стоит частотник или там стоит выпрямитель, чтобы потом это все перевести на постоянный ток? Непонятно. Давайте залезем. Не очень шарю в электронике, чтобы прям конкретно определить по схеме, что она делает. Но чего бы и нет. Чего бы и не залезть. Мы же здесь препарируем все эти пироги, которые к нам поступают. Так сказал, как будто мы какое-то бюро, и к нам, типа, знаешь, на минус 30-й этаж поступают какие-то эти пациенты. Скажите свой вердикт. Да нет, у нас просто Диман роется, выбирает интересные для вас, в первую очередь, экспонаты. Интересные для обычных людей без больших мастерских. За это вы можете, конечно, и его, и нас поблагодарить. Всегда приятно, когда люди ставят лайк за старание. Очень было бы приятно, если бы, например, на видосе про УПМ поставили 500 тысяч лайков, как он, сука, того и заслуживает по времени и трудозатратам. Ну и на том спасибо.
Че? Ладно, бардак в мастерской, это святое. Но инструменты-то загадить когда успели? А теперь представьте, что вот так же выглядит берег водоема. И мусора там не вот такая вот кучка, а километры отходов, после которых свинарник шашлычников вам покажется эко-посиделкой. Все, что вы сейчас видите, не просто жуткие картинки. Это экологический кошмар весом 1000 тонн. Проблема еще в том, что отходы копятся годами, и убирать их вручную почти нереально. Но студенты школы анализа данных Яндекса вместе с Центром технологий для общества Яндекс.Клауд и Дальневосточным университетом сделали нейросеть. Этот большой вклад поможет решить глобальную задачу и поможет волонтерам убирать берега водоемов эффективнее. Она с точностью в 80% анализирует аэрофотоснимки побережья, понимает, где какие отходы, какого они размера, и это помогает экологическим службам понять, сколько людей и техники нужно для уборки. В Кранотском заповеднике эта нейросеть помогла убрать 5 тонн мусора в 4 раза быстрее. И это не закрытая разработка. Технология доступна в open source, и ее уже используют в экспедициях на Дальнем Востоке и в Арктике. Детали можно изучить по ссылке под видео. Если тоже хочешь научиться делать крутые проекты в области машинного обучения и анализа данных, новый набор в школу анализа данных Яндекса уже стартовал. Учеба бесплатная, но конкурс в ШАД высокий. Обязательно пробуй, если горишь технологиями. Ведь кто знает, вдруг именно твой код изменит мир. Это мы, пожалуй, тоже снимем. Это какой-то лоток, наверное, для сбора пыли. Что мы здесь видим? Сука, я просто так не сдамся. КБЛ 608. По моим ощущениям, это какой-то диодный мост у нас здесь есть. Соответственно, двигатель, скорее всего, у нас постоянного тока. Угу. Соответственно, приходит у нас сюда переменный ток. С крайних положений этого диодного моста уходит плюс и минус. Можно, наверное, было бы еще все это промерить, вольтметром туда сунуться. Это все лишнее. Мы будем оценивать исключительно его юзабилити. Нам же не очень важно, из чего он сделан. Нам важно, блядь, как он работает, в первую очередь. Так что это все мы закрываем, поняли, что это за зверь такой. Классно, что есть регулировка, то есть он VS, Variable Speed, а-ля как на джетовских станках. Но с джетом его сравнивать, конечно, блядь, заранее ржу сам себя. Что у него вообще есть? Ну, вот такой вот выход. Как я уже говорил, вал 8 миллиметров. Вот такой вот валец. Здесь с гайкой. Соответственно, можно поставить диск. Ну что же, давайте устанавливать. Сейчас буду на него все приспособы устанавливать я. Хей! Любой инструмент молоток, как говорил великий Адам Сэвидж. Собственно, мы доставаем все, что здесь есть. Хо-хо-хо-хо-хо. Да, это действительно настольный обрабатывающий центр. Здесь есть, кстати, не стыдного вида бормашинка. Прикольно. Алюминиевая, затокаренная. Вот тебе патрон. Сходу ничего не люфтит. Диман, ты что заказал? Я как с него ржать-то буду вообще? Тут заявочка на неплохую вообще штуку. О, нихуя себе. Еще будут спрашивать, дай ссылку, где такое взять, а хера вам. Это не реклама, поэтому ищите сами подобного типа, если вас это заинтересует. Здесь есть аж целых два вида одинаковых, и левый, правый винт на конус. Не знаю, как его назвать правильно. Ну, ладно, давайте его, наверное, первым делом, так как у него меньше всего нагрузки, по идее, должно прилетать. Такие штуки используются в полировальных станках. Да, кстати, я не до конца дочитал, что тут, 480 ватт, 50 герц, ну, понятно, RPM, число оборотов 10 тысяч у нас присутствует. Единственное, я что не могу понять, вот здесь есть правый и левый винт, как мне переключать направление работы. Как мне работать? Здесь просто одна крутилка, Speed Control называется, on-off. Ну ладно, может быть не от того комплекта. Мы для начала включим его, посмотрим, как он вообще в целом работает. Щелк, красная горит. Крутится на меня. Соответственно, нам надо использовать L-винт. Пованивать начали щетки. Что же, блядь, отвалилась деталь какая-то ненужная. Но это шайба с обратной стороны была. Гайка, точнее. Гайка, шайба. Шайба. Что интересно, здесь в комплекте, я вот заметил где-то вот тут, запасные щетки к нему даже есть. Охренеть можно. Еще есть камень.
типа какой-то вспененный, абразивный, что прикольно, не разлетится в ебальник вам. Такая вот насадка на диск, я так полагаю, и диска самого ни хера нет. А, нет, есть. Есть диски. Ух ты! В комплекте-то они сколько положили. Вот этот страшный, ужасный, зубастый. Не пишут, сколько зубов. 60 зубов. Максимум 8000 оборотов в минуту. Я здесь, конечно же, поймаю эти 8000. Классно, может разлететься, если вы включите на полную мощность. Отстой. Не прикольно. Ну, то есть, прикольно, когда можно режимы переборщить, но небезопасно. И вот такой вот алмазный диск. Мы его, наверное, первым поставим. Сначала мы начнем с вот этой вот штуковины. Винт прикручиваем. В комплекте у нас тут есть шестигранничек, даже с шаровой башкой. Не самый дешевый положили. Приятно. Потом покажу вам штуку, как пользоваться шестигранниками, если не забуду. 500 ватт, стараются. Само собой, когда мы уменьшаем здесь обороты, момент здесь не такой классный, как на полных оборотах, потому что я постоянно путаюсь, там разные штуки. Ну, вольтаж мы, короче, уменьшаем, меньше энергии поступает в эту штуку, соответственно, меньше энергии у нее на то, чтобы все это дело провернуть. Итак, некий зачистной диск. Давайте смотреть, как он будет работать. Отчетчи, не забываем. Нормально. Я не почувствовал, чтобы он прям задыхался. Хотя это были половина оборотов. А если на максимум? Нет, этим диском я его не могу остановить, насколько бы не нажимал. Ну, давайте попробуем еще кусок. Во, прям окалину говна. Да нормально. Работает. Че нет? А на том у меня сколько? У меня здесь есть полировальный вот такой вот, ну, станок, можно его назвать, хотя написано машинка настольная шлифовальная. Здесь 150 ватт всего. На таком диаметре я могу остановить его. Здесь диаметр, конечно же, в 3 раза меньше. 480 ватт, ну, если верить вот этим вот надписям. Я его остановить не могу. Окей, хорошо. Приемлемо. 480 это хорошо. Зачищалка здесь работает. Зачетная. Идем дальше. Какой-то чел с короткого формата охерел, что можно что эти шестигранники работают по такому вот принципу, то есть их надо крутить большим пальцем. Шарик начал проскакивать. Большим пальцем откручивается и закручивается, и таким образом работают шестигранники. Вы не знали? Ну вот. Я вас научил. Эта штука работает. Идем дальше. Что здесь еще есть? Гибкий вал. Смотрите-ка, на защелках. Не на позорных гужонах, которые надо подкручивать каждый раз. А тут уже некая такая штука типа защелки у нас есть. Офигеть, а к чему еще это можно подключить? Нет, так это не работает. Ишь чего, захотел. Можно вот сюда поставить еще вот такую вот насадку. Здесь почему-то тоже написано L. Видимо, из той же болванки точили, что и вот этот вот конусный винт. Закрепить. Сука, закрепить. И, по всей видимости, можно использовать диски, да? Или что-нибудь. Я боюсь, что мы под такой диаметр вала здесь ничего не найдем. Но, как минимум... Может быть, вот это они вот так задумывали, а я тут выебываюсь. Короче, еще что прикольно, на вот такую вот штуку надеваются, сейчас покажу, вот такие вот круги, которые мы закупили, но они у нас никуда не подошли. Грязная, пыльная мастерская. И можно полировать. В принципе, это даже мощнее, чем наша полировалка, которая у нас есть. Мы не часто что-то полируем, и вообще в рамках съемки видоса каждую неделю доводить что-то до идеала себе дороже. Если бы мы продавали какие-то вещи, это было бы, да, другой вопрос. Но все равно иногда хочется что-то заполировать, чтобы он выглядел классно и пиздатенько. Отдельно, если приобрести такие диски, они сюда прекрасно подходят. Это замечательно, и мне это нравится. А вот эта штука, наверное, подразумевалась как-то вот так вот, да? Ну, скорее всего, да. Здесь левая резьба,
комплекте есть гаечный ключ, который сюда не подходит. Мне это очень нравится, конечно же. Обожаю, когда так. Ну, будем считать, что затяжения руками у нас хватит. Да, как-то так это должно работать, судя по всему. Работает, прекрасно. Идем дальше. Прикрутили мы гибкий вал. Довольно тихо работает. Шуршит себе там. 10 тысяч оборотов, я напоминаю. Честно говоря, не очень-то и похоже. 10 тысяч. Ну, может быть, оно и да. Вау, у меня есть чем померить. Вау, 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 вау. Такая у меня штука вот есть. Вам не видно, она стробит. А мы сейчас включим на полную, да посмотрим. Так, 6 тысяч. Он встал. В обратку начал крутиться. Я же говорю, не похоже на 10. Даже по звуку. На максимум, на максимум. Из розетки у нас все выходит. Выходит. Ни хера не 10, как мы поняли, по тому стробоскопу. Цифровому стробоскопическому тахометру. Но вот что мне интересно. Будет ли это говно хоть что-нибудь сверлить? Вот что мы сегодня проверяем. Это маленький ключик какой. Мы сейчас тебя поковыряем. Сверло у нас туповатое. Жаль. Но какие-то дырки, короче, можно нафигачить. Я не знаю, мне кажется, какие-то шарошки здесь применять было бы более здраво и логично. Патрон этот может позволить в себя принять до миллиметров, до 4 написано, 0,3-4 миллиметра. 10 тысяч оборотов, 9 с копейками, по идее, должен работать. Он не гасится от вот этого диаметра, поэтому будем считать, что окей. Да? Или еще что-нибудь проверим? Ну-ка. Отбор машинки, вот, набор. Принес я. И вообще было бы классно, если бы здесь цанга была, а не трехгубковый, трехкулачковый патрон. Ну, есть, например, вот такая вот конусная фреза. Мы ее возьмем, попробуем что-нибудь написать на металле с помощью всего этого. Полная мощность. Ну, работает. Гравировочку делать можно. А ежели вот так вот, нам надо что-то подточить. Не поверите, даже так работает. Ну, короче, окей, бормашинка работает, она не останавливается. Это хорошо, классно. И даже удивляет. 6 тысяч за комплекс. 6 тысяч. Следующее, что мы заценим, это патрон, который идет сюда в комплекте, и одевается он на тот же самый вал. Во всяких пакистанских видосах я видел варики, когда они еще пристраивают вот сюда столик, возможно, какой-то упорчик. Допустим, есть у вас там ряд каких-то деталей, чтобы вот так вот станком не делать каждый раз. Вы просто подсовываете все это дело руками и сверлите горизонтально. Почему нет? А кто сказал, что надо вертикально? Я? Нет. Мне вообще насрать. Как оно удобно, так и делаем. В рамках домашней хоббийной мастерской уж вообще абсолютно насрать. Тем более, что делается это чаще всего для себя, там что-то починить и просто поразвлекаться. Здесь у нас уже от 3/8 до 24 UNI-F, что бы это ни значило, но по-русски 1-10 мм. Сюда мы можем поставить уже сверло 10. Гаечный ключ оказался от вот этой штуки, не от гайки. Это удивительно, но оно не так сильно бьет, чтобы это было преступно. Ёб твою мать, стой, блядь! Стой, сука! Куда пошел? Нужны струбцины. А для того, чтобы использовать настольный, сука, комплекс за 6, вам понадобится струбцины, каждая по 4. Если не по 7, и еще стол, сука, сварочный за 100 с дырками. Итак, оператора я попрошу удалиться. Мы сейчас проведем краш-тест этого говна. Ха. Я думал, сверло размотает, но оно в каких-то оборотах начинает. Ага. Ой, блядь. На каких-то оборотах его конкретно начинает от резонанса выгибать.
Ему просто очень не нравится эта частота. Ну, 10 тысяч для десятки это многовато. Попробуем вот тем, что есть, вот с таким вот упором самопальным продыряют эту деревяшку. Вот где собака порылась. Крутит-то он, сука, против часовой. А что тут пишут? Так, в комплекте тыры-пыры. Do not use machine if switch does not turn on off. Как мне в другую сторону? Ребята, за что? Там, с другой стороны, такой же есть этот винт, куда можно накрутить этот патрон. Может быть, оно так должно работать? Не знаю. Сука, да вы угораете, что ли? Почему так неудобно все? Потому что 6 тысяч. Потому что если ты хоббийно всем занимаешься, твой удел страдать. Вот почему. Ну я не хочу, она туда... Знаете, почему я не люблю ковыряться в машинах? Потому что, блядь, компоновка, нахуй, как будто, сука, надо штанишки ребенку переодеть, пока он еще не родился. Блядских хуй. Как же, блядь, горит. Наверное, оно так и задумывалось. Могли бы, сука, из завода протянуть. И патрон, да? Нет, подождите, блядь, что-то не так. Мне надо поменять местами вот это говно. Ой, блядь, за универсальность платим временем. У нас же дохуя этого времени. Я сделал это сам. Денег не потратил вообще. Ну ебался 3 недели. Это мы вообще не учитываем. Мое время же нихуя не стоит. Зато бесплатно. Да? Ура! Мы победили это говно, затягиваем и пытаемся что-нибудь просверлить. Здесь он не вибрирует почему-то. Ну ладно, попробуем просверлить, да? Замечательно. Все эти удлинения на 8-м валу, отсутствие центровки, ну, прижима вот этого говна, я имею в виду, и центрование оси относительно... Ай, хуй с ним, ладно, давайте к столу прикрепим, посмотрим, что из этого можно выжить. Мать твою, ублюдок, вот это... красиво. Но я хочу сказать, что 2 отверстия, ну это не отверстие, это дырка в жопе, получились на одной и той же высоте относительно деревяшки. То есть, соответственно, что-то ковырять вы этим можете. Способствует ли это хорошему времяпрепровождению в плане хобби? Сука, нет! Это боль. Это отвратительно, и мне хочется помыться, блядь, после такого. Вот что я скажу. Дерьмовая сверлилка, вот что я скажу. Плохо реализована, не нравится совсем. Не должно ее здесь быть, по факту. По праву рождения этого станка на просторах Ирисовой империи. Ужас какой. Что мне с тобой делать? Откручивать надо и диск ставить. Вот что мне надо с тобой делать. Б***ство какое. И разврат. И раз взад, и раз в рот. Фу. Патроны я только отсюда заберу и где-нибудь еще использую. А так фу. Ну, знаете, с другой стороны, если бы я был в каком-нибудь бункере в режиме постапокалипсиса, мне бы даже все это понравилось, потому что, ну, как бы другого нет, и ты такой сидишь, ковыряешься. Только если вы находитесь в изгнании, в забвении, оно все, наверное, вот так вот и будет хорошо. Типа, деревня, вам лет 78, до смерти десятка остался в лучшем случае, и вы такие сидите, ковыряете, блядь. Никто вас никуда не торопит, слава богу, что и такое хотя бы тут есть. Чем вот мне, блядь, тебя зажимать? Туда подлезть? Как же нахуй все неудобно. Но я это сделаю. Сука, я это сделаю. Смотри у меня. Я затянул. Ура. Станок акробат его назову. По-всякому вертишь. Ну что, отходим.
Нет, не бьет, что самое интересное. Медный сплав. И диск открутился, заебись. Да ведь? Нет, он не открутился. Но в первую очередь я хочу сказать, что сама вот эта вот бормашинка из-за вот этого вот непонятного литья, блядь, из, я не знаю, что это, металл с песком. Откуда такая текстура адская? Он здесь стоит, сука, не прямо относительно всего этого говна. Соответственно, вот эти вот направляющие, где они здесь? Их похуй вообще, как здесь ставить, относительно диска ставить. Но вот эта штука здесь кривая, она косит прям на 2 миллиметра на 10 сантиметров. Это много, это некрасиво. И это 6000. Тем не менее, пилит. Мы отпилили красивую гравировку. Что мы можем себе еще позволить вот этим вот алмазным диском? Драгоценности дали. Алмазов насыпали аж. Вот этот камень точильный мы можем себе позволить подшлифовать? Да, нет? И он достаточно мощный, то есть я не могу его остановить руками. Даже при всем желании. А пенопласт он разрежет? Он прикольно так еще вибрирует, типа выравниваясь. Максимальные обороты 10 000. Довольно чисто. И камень разрезал. Работает. Хоть криво, но работает. Ничего не могу про это сказать. Здесь у нас... Что это вообще такое? Какой-то упор присутствует, который я, наверное, никогда бы в жизни не использовал, потому что точности на вот этом вот никакого вы не достигнете. Как, впрочем, и... Ужас какой. Ну ладно, давайте соберем. А вот даже какая-то такая некая видимость безопасности здесь присутствует на барашковой шайбе. Барашковая. И можно чуть-чуть не бояться того, что процентов на 10, что при расколе этот диск не в лицо вам полетит, повредив лицо, а просто воткнется в грудь. В груди же две, правильно? Лицо одно. Очень большая щель для тех габаритов, которые можно здесь пилить. Я бы сделал, честно говоря, поменьше, но с учетом всех вот этих вот кривостей и точностей, здесь, наверное, диск пропилил бы себе при первом запуске все это. Окей, хорошо. Диск по камню алмазный у нас справился, мы ставим ему зачет. Работает, ура, зачетный. И переходим к диску по дереву. Посмотрим, что оно из себя могет, и заодно заценим последнюю вот эту вот штуку. О, нихуя себе! Здесь зацени. Шайба с 2 диаметрами. На один ты вот этот диск ставишь, а на другой ты вот этот диск ставишь. Ни хера себе, вот это придумали. Я уже думал, потрачено, а нет. Еще вот эту штуку мы хотели с вами поставить. Самые дешевские крепления — это вот такие вот гаражковые байки с вот этой практически динрейкой совмещенные. Но ничего, мы их используем. Нас ничего, сука, сегодня не пугает, потому что мы крутые бобры. Так, у нас условная ровная вот эта хуйня. Ну, типа, ровнее я не хочу получать эти штуки. Поэтому мы будем выставлять по диску прям упор. Он внизу с радиусом. Это вообще охуительно для тонких материалов. Вот так вот. Нравится. 6000. Фу, блядь, ну и мерзость. Начнем, пожалуй, с того, что распилим инструкцию. Сука, страшно, блядь. Ну, пилит, да, ровно. Бальса. Я надеюсь, когда эта штука дойдет до конца, до держалки вот этого говна, то есть у нас вот этот держак, он еще работает как расклин. И я надеюсь, он соосно с диском. Ну, распилил. Ровно достаточно. Орет страшно до ужаса.
Чё это он начал так делать? Мерзко. Чё это он? Вибрации, видимо, какие-то ловит. А, его же еще нельзя на 10 тысяч включать, я забыл. Ну, примерно на 8 пусть колбасится там себе. Ладно, давайте попробуем кусок пластика отпилить. Мы же можем, да, себе это позволить? Я же даже не знаю, как сюда встать, чтобы оно никуда не улетело. Оно работает, но очень страшно. Звуки просто пиздец. Но отпилило, ровно отпилило. Все-таки диск на вылете, на 8 миллиметрах, валу. Ну, такое. Ты видел это дерьмо вообще? Хочешь попробовать? Зацени. Безопасность. Напоминает советский станок универсальный был. Там, где фуганок на одном валу. Да. Головочный. Обрабатывающий комплекс. Да. Тоже все кацубатное, но между тем. Кацубатая. Чувак, ты придумал название. Кацубатый настольный станок. Вот реально, вот, блядь, у меня другого слова нет. Тот, кто делает такие упоры, это прям для него отдельный котел. Так это называется упоролог. Сделаешь что-то ровно, и ты просто стоишь с барашком, с линейкой. Да какой ровно, здесь плюс-минус километр в обе стороны. Вот это говно тоже еще. Из детского набора, нахуй. Ну типа, ну ты видишь, как оно делает? Пишите в комментариях, как его использовать в других видеороликах, и мы его переделаем. Спасибо. Очень безопасный станок, как и всегда в наших рубриках. Кацубат, блядь, натуре. Провод обязательно вот здесь у вала должен идти. Ну а как еще? Вот так вот. Ну и в целом. На этом, пожалуй, все. Я думаю, можно закончить. Вот. Половина функций проявила себя хорошо, половина не очень. Пилить здесь, ну, диском тонким, вроде как ок. Можно даже камни обрабатывать, которые вытрут вам эту столешницу от эмали, вообще мгновенно все проржавеет к херам. А вот сюда вместо большого сверла можно поставить какие-нибудь эти шлифовальные всякие насадки, типа лепестковые насадки на валу. Вот, и ими как-то что-то обрабатывать. Можете поставить их сюда, можете поставить их сюда. В общем, вот такое вот на сегодня дерьмо. Весело, кацубата, бесстрашно и классно. С вами был Ранник Растер, лаборатория БНБ. Пользуйтесь, я вас, сука, умоляю, хорошими инструментами, чтобы все было в кайф. Вот. Куда его девать теперь? Что с ним делать? Зачем ты такой нужен? Гремыка. Кто ж тебя таким сделал? Эх.